Приветствую всех на канале. Сегодня хотел бы с вами поговорить на такую тему. Можно ли Харькову гирлянды? Плюсы и минусы предновогодней иллюминации в прифронтовом городе. В этом году Харьков украсили к Рождеству 4 километрами праздничной иллюминации. Преимущественно это гирлянды и световые инсталляции из развлекательных парков. Впервые с начала полномасштабной войны новогодние украшения в городе появились на улицах, и это понравилось далеко не всем. Пока одни радуются сияющим оленям и ангелам, другие считают украшения в военное время расточительностью и нецелевым использованием электроэнергии. Тем временем коммунальники, устанавливавшие инсталляции, отмечают, что не потратили ни копейки. Даже в первый военный декабрь 2022 года в Харькове не отказались от новогодних украшений. Правда, и тогда, и в следующем году их расставляли только под землей. Главная елка уже 3-й год стоит на станции «Университет», а домик Святого Николая на станции «Исторический музей». Но в этот раз коммунальники решили не ограничиваться подземельем и украсить главные улицы города. На площади Свободы еще 7 ноября установили Санта-Клауса на коне. А уже на следующую ночь россияне атаковали новогоднего деда. От попадания ракеты недалеко пострадали тумба и гирлянды. Что касается других украшений, то обошлось без приключений. Гирляндами светятся деревья в саду Шевченко, там установили множество ярких фигурок. Возле мэрии и оперного театра обустроили фотозоны. Накануне гирлянды появились на стелле у въезда в Харьков со стороны Киевской трассы. Как рассказал спикер Центрального парка Харькова Андрей Кравченко, большинство декораций харьковчане видят впервые с полномасштабного вторжения. Это решение мэрии перед этим посовещались с военными и выяснили, что ситуация с безопасностью уже лучше, чем в прошлом и позапрошлом годах. Почти все украшения перенесли из Центрального парка ближе к главным площадям и улицам города. Новогодняя иллюминация города горячо обсуждается в соцсетях. Харьковчане разделились на тех, кто поддерживает идею создать новогоднее настроение, и тех, кто осуждает такие действия из-за того, что во время войны веселиться и тратить деньги на украшения неуместно. В Центральном парке и коммунальном предприятии «Харьков-Зеленстрой» уверяют, что с начала полномасштабного вторжения не купили ни одного елочного шарика и используют старые украшения. Впрочем, подозрения горожан в расточительстве муниципалитета не безосновательны. Ведь до полномасштабного вторжения чиновников не раз критиковали за огромные бюджетные расходы на необязательные вещи. Самым громким был скандал со звездным небом, которое обошлось налогоплательщикам в 17 миллионов гривен. Возмутил харьковчан и домик Деда Мороза за 6 миллионов гривен, который купили в 2019 году. Сейчас он пылится где-то на складах Харьков-Зеленстроя. Харьковские гирлянды включили как раз в то время, когда большинство населенных пунктов Украины страдали от нехватки электричества.
Сам областной центр почти не выключают, как прифронтовой город. Но жители других громад оставались без электричества минимум на 3 часа в сутки. К тому же харьковские коммунальные предприятия все вместе задолжали за электроэнергию почти 3 миллиарда гривен. Коммунальники уверяют, что освещение парков и улиц почти не будет стоить городскому бюджету. Спикер Центрального парка Андрей Кравченко говорит, что счета за электричество будут мизерные, потому что устанавливали исключительно энергосберегающее оборудование. Одна украшенная станция метрополитена при полной иллюминации тянет 2 киловатта. Даже электрочайник больше берет. Еще одна претензия некоторых автомобилистов к коммунальникам состоит в том, что установленные световые фонтаны и яркие шары из фэнтези-парка на Клочковском спуске отвлекают от дороги. Красиво водителям, которые засмотрелись эту красоту на опасном участке дороги и попали в праздничное ДТП, прокомментировал фото светового фонтана волонтер Олесь Штевчук. Другие водители не согласны с этим утверждением, ведь когда нет совсем никакого освещения, это еще хуже, а гирлянды, говорят некоторые водители, никакого влияния на них не имеют. Спикер патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук сообщил, что водители не обращались к ним с жалобами на новогоднюю иллюминацию вдоль дорог. Британские психоаналитики еще во времена эпидемии коронавируса выяснили, что новогодние гирлянды способны положительно влиять на психологическое состояние людей и снимать стресс. В мире, где полно стресса и беспокойства, люди любят ассоциации с вещами, которые делают их счастливыми. А рождественские украшения часто напоминают детство, говорил психоаналитик Стив Маккаун. Правда, он имел в виду украшения собственных домов.